Доброе утро, Стоп Гейм! В эфире Инфакт. Журналист Джейсон Шрайер в очередной раз доказал, что к его пророчествам иногда стоит прислушиваться. GTA 6 действительно перенесли. Разработчики по классике извинились, поблагодарили за поддержку и терпение и сообщили, мол, нужно больше времени, дабы довести продукт до заслуженного нами уровня качества. По словам Шрайера, в самой Rockstar Games уже давно смекнули, что выпустить новую GTA осенью 2025-го это Unreal, учитывая объемы работы. К тому же менеджеры стараются избежать кранча, с которым авторы столкнулись, когда занимались Red Dead Redemption 2. Так что игру хотят спокойненько в ровном темпе завершить к 26 мая 2026 года. Глава издательства Take-Two Штраус Зельник по традиции обещает очередную игровую революцию. И, кстати, добавил, что на ПК игра тоже выйдет, но попозже. Об этом все и так догадывались, но теперь у нас, вот видите, фактическое подтверждение есть. Возможно, кого-то из вас новость о переносе расстроила, а вот актер Птачика из Kingdom Come Deliverance 2 наоборот обрадовался. И понятно почему. Теперь у КЦД 2 есть реальный шанс стать игрой года в 2025. Но придется, конечно, еще потолкаться со Split Fiction, Clair Obscur Expedition 33 и, конечно, с новым проектом от хитрого бурята Коджимбы, который ожидается в июне. Это я про вторую Death Stranding. Вот это будет знатная битва. Уж сколько там Remedy готовит ремейк Max Payne, а ни одной демонстрации, ни одного трейлера до сих пор не видать. Слышь, Remedy, когда видос? Гендиректор студии Terro Virtala отвечает: за рекламную кампанию ответственна исключительно Rockstar Games. И это весь ответ. Поскольку Rockstar с головой ушла в шестую GTA, скорого показа трейлеров, материалов или хотя бы анонсов ремейка ожидать не стоит. С другой стороны, раз уж грандиозное хищение перекинули на 2026, таки могли бы хотя бы Максимкой болью отметиться. Ну, чтобы инвесторов порадовать. А пока у нас есть только отметочка в финансовом отчете от начала 2025 о том, что ремейк Макса выйдет в том же 2026. Неприятная ситуация сложилась недавно в стенах Respawn Entertainment. Студия представила нового бойца в Apex Legends, охотника за головами по кличке Sparrow. И в тот же день Хезер Вудвард, нарративный дизайнер, которая, собственно, и придумала этого персонажа, получила письмо счастья, в котором ее попросили собрать манатки и свалить. Отличное дополнение к рекламной кампании Apex. Electronic Arts себе не изменяет. Helldivers 2, принятая год назад с овациями, постепенно хайп подрастеряла, и сейчас игроки больше жалуются, чем восхваляют игру и ее создателей. Наличие многочисленных багов и проблем с производительностью подтверждают даже сами разработчики. Фанаты спрашивают, а ждет ли их впереди что-то интересное. В ответ гендир Arrowhead Шамс Ержани написал, мол, вы обосретесь, мол, настолько все будет круто, а вот от чего нам кишечники опорожнять, пока не ясно. Известно, что на май запланировано крупное обновление, премиальная заслуга, очередной боевой пропуск и масштабное событие на Malevelon Creek, но деталей пока никаких. На днях The Elder Scrolls 3 Morrowind, а точнее титанических масштабов модификация под названием Tamriel Rebuild, получила глобальное обновление. Цель проекта — расширить мир третьих свитков, чтобы мы могли исследовать просторы не только острова Варденфелл, но и континентальную часть провинции Данмеров. Причем это не просто добавление кусков ландшафта, но и новые полноценные сюжетные линии, фракции и прочее. Работа эта ведется вот уже 20 лет, и, похоже, энтузиасты и не подумают остановиться. Так вот, обнова ввела в игру еще один открытый к изучению кусок земли на юге Морровинда. Здесь расположилась столица дома Хлаалу, город Нарсис. Теперь игроки могут присоединиться к Великому дому, помогать угнетенным в роли служителя храма или добывать средства незаконным путем в качестве члена синдиката Джанатта. Чтобы вы понимали объемы проделанной работы, вот немного циферок. 410 совершенно новых клеток локаций, 140 созданных вручную подземелий, более 270 новых квестов и свыше 2500 уникальных NPC. Создатели Tamriel Rebuild реализовали уже больше половины материкового Моррвинда. Как и прежде, проект держится на чистом энтузиазме, и авторы отказываются принимать какие-либо денежные пожертвования. Вот это прям уважаемо. В
Том Хендерсон вновь явился, чтобы раскрыть секретные материалы Ubisoft. Вернее, обновить уже ранее слитую им информацию. Выход Assassin's Creed Shadows посчитали успешным и дали разработчикам добро на создание еще каких-то там 9 игр по франшизе. Выйти они должны в течение 6 лет. Основные части серии будут выходить каждые 2-3 года, а проекты поменьше в духе Mirage заполнят промежутки. Из-за переноса теней все прочие планы пришлось подвинуть. Даты Хендерсон не называет, но выстраивает порядок релизов. Таким образом, ситуация складывается следующая. Первым делом ждем Assassin's Creed Jade, мобилку в сеттинге древнего Китая. Издание Reuters зуб дает, что игра выйдет уже в этом году. Следом ожидается мультиплеерная Invictus в духе Fall Guys, где мы будем проходить испытания в нескольких раундах. Игра уже обзавелась планом поддержки на 5 лет вперед. Далее ремейк Assassin's Creed Black Flag. Следом небольшой проект с подзаголовком Hex, он же Хе-Хе. Старт должен произойти по завершению поддержки теней, а она продлится примерно 2 года. Assassin's Creed Scarlet станет следующей большой игрой с ролевыми элементами. Планируют выпустить через год после Хе-Хе. Хендерсон говорит, что разработка уже началась. Вероятно, это та самая Codename Nebula, действие которой развернется сразу и в Индии, и в Империи Ацтеков, и в Средиземноморье. Assassin's Creed Stardust станет очередным ремейком, Emerald еще одной мультиплеерной попыткой. Проект под кодовым именем RPG 3, как нетрудно догадаться, следующая крупная ассасинка. Ремейк 3 — это следующий ремейк, и, похоже, на этом самоуверенные юбики пока решили притормозить. И еще немного про Ubisoft. Компания отметилась в соцсетях постом о том, что Metroidvania Prince of Persia The Lost Crown преодолела планку в 2 миллиона игроков. И круто, конечно, игра-то хорошая, но вот что действительно интересно, так это следующий за этим текст. Вы возродили легенду. Принц вернулся, и поверьте нам, он только разогревается. И вот что это может быть? Юбики дали добро на разработку сиквела, но студию Lost Crown же расформировали. Или они так намекают на горящий в адском огне ремейк Песков Времени, как предположили у нас в комментариях под новостью. Подозрительно, короче. Компания Paradox Interactive и студия Paradox Tinto анонсировали анонс. 8 мая в 4 часа по полудню нам покажут некую новую глобальную стратегию под рабочим названием Project Caesar. В нем разработчики намереваются реализовать весь накопленный за 25 лет опыт. Они переносили нас из Римской империи к звездам и теперь явят миру своего Цезаря. На презентации покажут основные элементы игры, а еще покажут, как он трансформирует жанр. Еще одну революцию ждем. Игроки предполагают, что Project Caesar — это новая Европа Универсалис, на что намекает тот факт, что стрим подрубят на YouTube-канале франшизы. Но убедимся мы в этом только через 3 дня. А на этом у меня все. Выходные — это всегда целый вагон новостей, так что залетайте на наш сайт и читайте больше. И не проходите мимо статьи Кирилла Волошина, где он описал годные игры, которые мы могли пропустить в апреле. Я вот все оттуда 3 штучки даже выписал. Приятного аппетита и хорошего дня!